рабочую поверхность и слушать ей не дадим. Да? У многих вот у этого фонендоскопа со стороны уже видно, как она должна стоять. Так же, как, например, у таких фонендоскопов, вот там, где ровненькая площадка, это рабочая поверхность. Вот мы ее повернули, теперь это рабочая поверхность. Да? И поэтому, когда наши доктора начинают проводить аускультацию, да, не повернув правильно инструмент, выполнив метод, они начинают рассказывать о том, что они услышали, могу я поверить? Нет, да? То есть есть, конечно, фонендоскопы, в которых не видно. Вот этот вот фонендоскоп. Здесь со стороны, если близко не подойдешь, в общем-то непонятно, какая рабочая сторона. Правильно? Ну, как бы еще может что-то и прокатить. А так, в общем-то, понятен принцип. Да и самим вам интересно все-таки послушать и имитировать методику. Поэтому можно что, постучать по мембранке и посмотреть, рабочая или нет поверхность. Да? Когда мы устанавливаем фонендоскоп, то он должен очень плотно быть прижат, да, то есть всей поверхностью. Если у пациента большие втяжения межреберных промежутков, то лучше тогда взять маленькую голову. Понятно, да? Что касается аускультации, то основные дыхательные шумы выслушиваются при спокойном дыхании, а побочные при форсированном дыхании. Так как сегодня мы только основные дыхательные шумы изучали и выслушивать будем, то я буду выслушивать только при спокойном дыхании. При аускультации все можно повернуться. Над всей поверхностью легких выслушивается визикулярное дыхание, одинаковое в симметричных точках. То есть для себя вы можете послушать у абсолютно здорового человека ляринго-трахеальное дыхание. По звуку оно это бронхиальное дыхание. Да? То есть для этого надо поставить фонендоскоп в приемную ямку и послушать. Здесь оно будет как такое обычное бронхиальное дыхание. Если вы хотите услышать, как выглядит тихое бронхиальное дыхание, вспомните, то вот уровень от 7 до 3 остистого отростка грудного позвонка, 7 шейного, в этой области оно слушается как тихое бронхиальное дыхание. Поэтому даже у здорового человека это можно послушать, как это выглядит. Плюс у вас есть пленочки, на которых вы тоже можете послушать. Что касается проекции долей легких на поверхность грудной стенки. Для этого нам нужно ручка, чтобы отметить только. Мы смотрим. Вот у нас второе ребро, третье ребро и четвертое ребро. Соответственно, я ставлю меточку на четвертом ребре. Далее это было четвертое, пятое и шестое. И на шестом
бьем по шестому ребру до передней подмышечной линии. И здесь ставим ветку штриховку до передней подмышечной линии. Руку на пояс. То есть вот, поверните спину, чтобы все увидели. Вот это вот у нас задний угол подмышечной впадины. Это есть четвертое ребро сзади. Да? И здесь боком повернитесь. Мы просто соединяем вот эти линии. Понятненько? Верхняя, средняя, нижняя доля. Слева у нас есть только две доли, поэтому мы считаем второе, третье, четвертое, пятое, шестое ребро. То же самое. Соединяем с задней точкой, уже я не буду на нем рисовать, понятно, да? Таким образом находим верхнюю и нижнюю долю. Сзади, вот у нас остистый отросток седьмого шейного позвонка, первый, второй, третий. И соответственно, это у нас верхняя доля, это нижняя доля. Понятно? Просто. Просто. Практически на 90% студенты, когда берут билет, проекция Дарья Лехик на грудную стенку, они от него отказываются. Ну от чего отказываться? Да стучать же не надо. Сосчитала Лёва, что удивился. Так. Ну что? Я вам все, что могла сказать, сказала. Теперь вы можете заняться и послушать друг друга, потренироваться.